Всем привет! Сегодня готовим 3 блюда из страусиных яиц. Сейчас вы узнаете, сколько может весить большое яйцо, какое количество куриных яиц в страусином и что можно приготовить из деликатесных продуктов. Поехали! Первое яйцо страуса весит 1,5 килограмма, второе – 200 кг и третье тоже 1,5. Давно мы их не готовили, тем более совсем скоро сезон яиц закончится и у них повысится цена на треть. А сегодня за 3 яйца мы отдали всего 600 гривен, это практически $23 или 1650 рублей. Мы уже готовили 7 рецептов из этого экзотического продукта. Кому интересно, ищите информацию в наших плейлистах. Всем привет! Мы замахнулись на аристократические яйца Арсини. Обычно это желтки, запеченные во взбитых белках. А мы попробуем сделать это блюдо из страусиного яйца. Желток аккуратно отделяем. Чтобы получить пышную белковую массу, белок нагреваем на водяной бане до 40 градусов. Взбиваем в миксере 20 минут, сначала на маленькой скорости, а затем ее увеличиваем. Для вкуса и стабилизации белка солим его и добавляем чуть-чуть сока лимона. Смазав пергамент растительным маслом, перекладываем на противень белковую массу и делаем выемку по центру. Внутрь аккуратно помещаем желток и запекаем в разогретой духовке 30-40 минут при температуре 200. К такому огромному арсини не помешает большой бутерброд. После мексиканской темы в нашем прошлом ролике как-то беспокойно отношусь к авокадо. Нарезаем его на кусочки. И помещаем на поджаренный ржаной хлеб. Солим. Далее идут кольца сочных помидоров и, конечно, мясо. У нас это балык. В завершении украшаем зеленым луком. Хотите, открою вам секрет? У моего родного брата на ютубе есть свой канал. Называется CamArt. Вот он. Здесь вы найдете оригинальные вещи, сделанные своими руками. Невероятную лампу, телефон Эдисона и реставрацию древнего топора. Поддержите его просмотрами и пишите в комментариях @tandem. Ссылку оставляем в описании. Готовое воздушное облако вытягиваем из духовки. Жданчик-нежданчик. Белок от перепадов температуры немного приспускается в объеме. Андрей по этому поводу очень переживает, поэтому быстро разрезаем и пробуем. Вы только представьте свое утро с таким ароматным, теплым, воздушным чудом. Это же чудо чудесное и настроение на целый день. Часть яйца Арсини перекладываем на бутерброд. Такой огромный бутерброд достоин большой прожоры. Вы ничего такого не подумайте. Конечно, часть оставлю остальным. Поверьте, они сейчас голодные и ждут своей очереди. Мне давно было интересно, получится ли из страусиного яйца пашот. Для этого, не без труда, скажу вам, нашел в спецмагазине огромный половник на целый литр. Половник смазываем растительным маслом, в него влезет только самое маленькое яйцо. Разбиваем яйцо. Как видите, скорлупа у страусиных яиц очень толстая, а плотная внутренняя защитная пленка позволяет яйцам остаться свежими до 3 месяцев, если их хранить в холодильнике. Одно страусиное яйцо соответствует 27 куриным. И приливаем. Ой, не все влезло. Далее аккуратно погружаем яйцо вовнутрь кастрюли с кипятком и варим час на маленьком огне.
Вообще целое страусиное яйцо готовится в смятку 45 минут после закипания, а через 70 минут у вас получится яйцо вкрутую. А сейчас делаем из хлеба основу для яйца. Разрезаем его вдоль. И запекаем в духовке на функции гриль 5 минут до золотистой корочки. Хрустящую хлебную основу смазываем сливочным сыром. У нас ушло 150 грамм. Далее свежий шпинат и помидоры. Яйцо сдабриваем солью с копченой паприкой. Переносим на плоскую основу. И затем помещаем на бутерброд. Что могу вам сказать? Этот вариант мне больше понравился, чем обычное куриное яйцо. Получилась очень нежная структура у белка и желтка. Что обычно нас приводит к гастрономической эйфории? Конечно же, мы любим сюрпризы, замаскированные под обычные блюда. Когда один кусочек, и вы понимаете, что это совершенно новое ощущение. Давайте вам покажем, что находится внутри. Для начала на растительном масле поджарим 3 сладких перца, нарезанных кубиками. Через 5 минут добавляем 4 измельченных луковицы и жарим до прозрачности. Затем кладем 7 дробленых зубчиков чеснока, 15 грамм сушеных помидоров с базиликом и 200 грамм балыка. За 1 минуту до готовности кладем 1 стакан свежего шпината. Все перемешиваем. И перекладываем ароматнейшую начинку в блюдо, чтобы быстрее охладить, так как впереди еще будет страусиное яйцо. Разбиваем его. Осколков здесь очень много, поэтому следим, чтобы они не попали в блюдо. Теперь добавляем готовые спагетти. Вам достаточно заранее сварить всего 250 грамм. Сдабриваем смесь гималайской солью. Мы взяли 1 столовую ложку. А затем кладем ароматную перечно-луковую массу и все перемешиваем. В блюдо для запекания, покрытое пергаментом, вливаем будущий пирог. Все ровно распределяем. И отправляем в духовку при температуре 160 градусов на 1,5 часа. А пока приготовим теплый салат. Нарезаем кубиками 4 баклажана. Солим и оставляем на час. Затем в воке разогреваем немного растительного масла и, отжав баклажаны, быстро подрумяниваем их со всех сторон. Выкладываем. И далее пассируем лук и чеснок до полупрозрачности. Заранее очистив от кожуры помидоры, нарезаем их кубиками и кладем к луку. Через пару минут добавляем баклажаны, 1 столовую ложку паприки, 1 столовую ложку куркумы, пол чайной ложки корицы и 1 столовую ложку меда.
По желанию можно добавить винный или яблочный уксус. Вытянув пирог из духовки, убираем пергамент и переворачиваем. Удаляем остатки бумаги. И сверху посыпаем твердым сыром. Разрезаем на куски. И подаем с теплым салатом из баклажанов. Пирог получился нежным, сочным, питательным и с ярким вкусом бекона. Он понравился всем без исключения в нашей семье. А на сегодня все. Подожди, а как же 20 тысяч лайков и рекомендации нашего ролика своим друзьям? Что, я зря старался? Ты сегодня и взаправду молодец. Поэтому похвала никогда лишней не бывает. Поощряйте наш канал, мы от этого очень зависимы. А еще не забывайте дарить комплименты своим близким. Поверьте, от этого семья становится только сплоченнее. А теперь все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!